Это был яркий, летний день. Солнце стояло высоко в небе и окунуло маленькую деревню на краю гор в теплый свет. В старой конюшне барона шел дождь. Анна, молодая горничная барона, без устали убирала и кормила животных, она была известна своим дружелюбием и любовью к животным. На расстоянии внезапно послышался громкий смех и шумные голоса группы молодых людей, одетых в белые и черные одежды. Мужчины во главе с Максимилиан, избалованный сын барона, подошли к конюшне. Они провели утро в большом количестве выпивки и теперь были в поисках развлечения. «Давайте немного повеселимся», — весело воскликнул Максимилиан, и его друзья расхохотались. Анна почувствовала неприятное предчувствие и попыталась незаметно уйти, но было слишком поздно. Мужчины уже заметили ее. Максимилиан сказал ей: «Иди сюда». Неохотно подошла Анна, ее руки слегка дрожали. Прежде чем она успела опомниться, мужчины схватили ее. В боксе рядом стоял могучий жеребец Драго, он был великолепным и внушительным животным. «Отпусти меня», — умоляла Анна, но мужчины только рассмеялись и открыли бокс. Они бросили Анну внутрь и плотно закрыли за ней дверь. Драго нервно топал копытами, смущенный внезапным вторжением. Анна тяжело упала на землю, ее дыхание участилось, она подняла голову и посмотрела в глаза жеребца. Эти глаза, которые обычно сверкали гордостью и силой, теперь казались полными смущения и гнева. Мужчины, прислонившись к ящику, с нетерпением ждали, что произойдет. «Посмотрим, что с ней сделает большой жеребец», — сказал Максимилиан, но потом произошло то, чего никто не ожидал. Драго не стал дико озираться, а осторожно наклонился к Анне, обнюхал ее с нежностью, как будто мог почувствовать ее страх. Неожиданно для такого огромного животного он ткнул ее носом, как будто хотел сказать ей, что все будет хорошо. Анна все еще дрожала, нерешительно подняла руку и погладила по лбу Драго. У нее потекли слезы, но не от страха, а от облегчения и благодарности. Жеребец тихо заржал и нежно прижал голову к ее плечу. Мужчины, наблюдавшие за этой сценой, молчали, их ожидания были оправданы, и они почувствовали смесь стыда и замешательства. Лицо Максимилиана было бледным от гнева и смущения. Достаточно, чтобы он, наконец, крикнул: «Достаточно!». Мужчины открыли дверь, и Анна медленно вышла, глядя в пол. Она знала, что испытала особенную связь с Драго в этот солнечный день. Анна извлекла ценный урок, что в самые неожиданные моменты может случиться немыслимое, и истинная сила и сострадание часто оказываются там, где их меньше всего ожидают. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.